Всем привет! Меня зовут Саша. Это канал «Мечтательница у моря». И здесь я рассказываю о своей жизни в Новороссийске и не только. Добро пожаловать! Хочу просыпаться, где пахнет солью, где окна в рассвет, а не в этаже. Кружка кофе, старый плед на стуле и пара шагов до кромки воды. Тут меньше людей, чем забытых писем. В папке черновик у меня внутри. Я строю из ракушек маленький город, пока ожидание режет по груди. Жить у моря, просто жить у моря, где мой тихий берег, где мой дом, все мечты разбросанные в песке. Я по одной соберу, не спеша, босиком. Жить у моря, просто жить у моря, где не нужно прятать пустоту. Пусть меня качает одиночество, как волну, возвращая к тебе и к себе саму. Я стану чуть меньше, чем горизонт. Доброе утро! Делаю себе кофеечек вкусный. Проснулась рано, суббота, как обычно все. Но все равно такой кайф, что выходной наконец-то. Можно поваляться в кровати и вообще насладиться временем, которое есть. Погода за окном классная, и, сегодня надо погулять, поснимать чего-нибудь хорошенького для вас. Всем привет! Домашнее включение. У меня, утро выходного дня. Я проснулась очень рано, в 7 часов где-то. Но это все потому, что меня вчера вырубило в 11, и организм, видимо, уже сказал: нет, никаких тусовок, пожалуйста, спи. Я проснулась очень рано, неспешно попила кофе, сделала масочки, пилинг. Даже филлер наконец-то сделала для волос. И, кстати, хочу порекомендовать. Мне нравятся филлеры, которые в подружке продаются. Это вот такие вот филлеры бренда Kensuko. Или как-то так называется. Они 3 цветов. Вот этот прикольный самый, мне больше всего нравится. Вот этот я первый раз сегодня пробовала. Он типа объем и восстановление, что-то такое. А это Perfect Full Up. Типа тоже классный. И третий, я не помню что, но они прям классные-классные. Принцип действия у них такой, что ты берешь, условно говоря, вот такую баночку, разводишь водой, таким же количеством воды. Но я чисто выливаю в емкость все содержимое, и в эту же штуку наливаю воды холодной и выливаю обратно, смешиваю, Получается такая консистенция кремушек. И вот этот кремушек ты наносишь на влажные волосы после мытья на где-то 15 минут. И потом это все смывается, и классный эффект. Мне прям очень нравится. Они причем стоят не очень дорого, то есть вот раз в недельку можно делать, а то и чаще. Посмотрим. Какие еще новости? На днях подписала договор на аренду квартиры, продлила. Оказывается, я тут уже год прожила, а я не заметила. Очень рада, на прежних условиях. Очень мне нравится эта квартира. Она простая, она без каких-то изысков. Конечно, здесь и свои проблемы есть, с водой, в том числе летом. Но это я когда-нибудь расскажу в каких-нибудь последующих видео, не сейчас. Вот. Продлили мы на тех же условиях, на которых я ее сняла год назад. Сколько я плачу за жилье в Новороссийске? Получается где-то 30 тысяч рублей. Я плачу за однокомнатную квартиру
простенькую. Вот, но достаточно просторную и хорошую. Не бабушкин вариант. Такой, скажем, вариант из модных 90-х. Вот, 30 тысяч это вместе с коммуналкой. Ну, коммуналка отдельно считается, но приблизительно я там на нее закладываю 5 тысяч, условно, 25 плюс 5. Вот. Ну, это, короче, средняя цена, по моим наблюдениям. Но чаще можно встретить дороже, особенно если это новостройка. Вот у меня знакомые снимали в новом фонде, вот буквально в новом микрорайоне, в южном районе Нумрата Хиджака. Они снимали за 35 однушку. Но это новая квартира, естественно, там ремонт получше, чем у меня. У меня самый простой. Но мне этого достаточно. Главное, что тут мне комфортно и уютно. Такие дела. Вообще расскажу, в прошлом году, когда я искала себе жилье, я, ну, естественно, просмотрела множество вариантов. Эту квартиру я нашла через риэлтора. Короче, через знакомого риэлтора. И у нее это было знакомство тоже из их тусовки, короче. Девушка достаточно приятная. У нее было два варианта. В том районе, в который я хотела. У меня были, естественно, свои условия. Я хотела определенный район проживания, и я хотела определенную сумму. То есть я рассматривала, условно говоря, до 25 тысяч аренду, ну, потому что больше это, ну, очень для бюджета накладно. Ну, мне, в принципе, и сейчас это значительная часть расходов. Но что делать? Комфорт, он требует этого. И, короче, у нее было два варианта. Приблизительно вот в 5 минутах они друг от друга находятся. Один вариант был на улице Южной, второй вариант на Мурата Хиджака. Вот, и я смотрела. То есть я надеялась, что я посмотрю оба варианта, но оказалось, что на момент просмотра первую квартиру уже, один из этих вариантов уже сдали. Ну, я пришла смотреть вторую, она мне сразу понравилась. Вот, и я сказала прям сразу, что да, я готова ее снять и готова прямо сегодня там подписаться. Вот, и так получилось, что и хозяйка этого жилья, она тоже смогла в этот день подъехать. Мы буквально через несколько часов встретились снова и подписали договор. Мне очень нравится владелица. Ну, потому что она была у меня всего 3 раза, и вежливая, хорошая женщина. Ну, вообще там семья хорошая. Я думаю, что они тоже рады, что я снимаю эту квартиру, потому что, ну, я не какой-нибудь гастробайтер, и я слежу за чистотой. Мне важно, чтобы было и чисто, и комфортно, и чтобы ничего, ну, все было хорошо, гармонично, не ломалось и так далее. То есть я тут дебоши каких-то не устраиваю. В общем, всех все устраивает, и это прекрасно. Короче, взаимовыгодное сотрудничество. А вчера буквально разговаривали с девочкой знакомой. Она сдает квартиру. Они сдают квартиру. Тоже у нее квартирантка. И она говорит, блин, это такой геморрой искать новых жильцов нормальных. Ну, то есть, чтобы они были, ну, правда, там, и вовремя платили, и следили за жильем хорошо. И, ну, вы понимаете, короче. А я ей говорю, блин, не представляешь, какой геморрой искать себе новое жилье. Я, честно говоря, когда подходил срок переподписания, я уже там переживала немного, потому что я же не знаю, какие у владельцев планы на недвижимость, потому что многие сейчас, ну, кто-то хочет продать, кто-то хочет там какие-то другие варианты найти. Ну, всякое бывает. И в моей истории тоже были случаи, когда ты живешь, а потом тебе внезапно говорят, мы решили эту квартиру продать, поэтому вот вам, ну, типа, там, в лучшем случае месяц, и, пожалуйста, уезжайте, ищите новое. А поиск нового – это сложно. Ну, так вот, я искала эту квартиру, и риэлтор мне помог, и риэлтору я заплатила 50%, ну, то есть около 13 тысяч рублей я заплатила за ее услуги.
принципе, не вся цена, потому что вся цена это было бы вообще жестко, хотя здесь есть и такие варианты. Я не знаю, почему так в России риэлторские услуги так оцениваются. Ну, вот что есть, то есть. Я сказала в России, потому что недавно только смотрела какой-то ролик, где кто-то рассказывал мне про то, что... Кто-то рассказывал мне, блогер рассказывал про то, что там риэлторы получают что-то 3%, что ли. Ну, типа, это когда ищешь жилье, я не помню, какая это страна, когда ищешь жилье, риэлтор получает 3% от тебя комиссии, а все остальное платит собственник, который, собственно, и ищет себе квартиранта. А у нас вот квартиранты вынуждены сильно переплачивать, чтобы найти себе нормальное жилье. К сожалению, это так. Ну, я считаю, не совсем справедливо. Можно, конечно, напрямую искать, но это гораздо дольше и гораздо сложнее. Такая вот история. А на улице тем временем класснючая погода. Я, наверное, сейчас допью кофе. Это уже вторая моя чашка. Вот, допью кофе и пойду, наверное, погуляю. Поснимаю море, может быть, поснимаю какие-то таймлапсы. Что-то красивое, чтобы вы понимали, что мои мучения с водой, моя плата за аренду, она здесь стоит того, чтобы жить у моря. Короче, надеюсь вас вдохновить, потому что это в любом случае классно. Это Новороссийск мой не первый город для жизни. Я жила и в Волгограде, я жила в Перми, я жила в Ростове 5 лет. И вот Новороссийск пока мой фаворит среди всех этих вариантов. У каждого из городов есть свои плюсы. Можно, кстати, отдельное видео на эту тему снять. Есть свои минусы. Здесь тоже есть минусы. Но пока это самое классное место, где я обитала, так сказать. Чё, погнали гулять? Тихий квартал, соль на перилах домов. Мы собираем крошки тепла из ветров, рваные кеды, следы по песку до воды. Ты мне киваешь, молча смеясь от стыда. Город у моря дышит медленно и мной. Я ловлю твои взгляды пальцами сквозь прибой. Город у моря смотрит в общее окно. Пусть еще рано навечно, но мне с тобой легко. Фонари днем тускло висят, как сон. Я говорю о глупостях, ты отвечаешь потом. Пальцы в карманах, теплый конфетный пакет. Первый трамвай проезжает, оставив нам этот свет. Город у моря дышит медленно и мной. Я ловлю твои взгляды пальцами сквозь прибой. Город у моря смотрит в общее окно. Пусть еще рано навечно, но мне с тобой легко. Если уедем, ты возьмешь с собой тетрадь. Я заберу твой смех и привычку опоздать. Ах, пусть все изменится, но я точно знаю одно: запах весны и соли всегда вернется. Доброе утро. Вот воскресенье. У меня стирка утренняя.
Сейчас сделаю кофеечек, приготовлю себе небольшой завтрак, потому что я не особо хочу есть, но нужно немножко покушать, потому что я ела в прошлый раз, наверное, в обед или даже утром вчера. Нормально ела, я имею в виду. На улице солнечно, погода классная, возможно, даже выберусь немножечко пройтись. Но пока дела, пока есть на это время, не спеша сделать. Так, начнем с воды. Кстати, начинаете ли вы свой день с воды, как это делаю я? С воды, витаминки. А потом будет кофе, просмотр блога какого-нибудь, чего-нибудь и все остальное. Короче, у меня вот такой вот тост. Я его подсушила в аэрогриле с кабачковой икрой. Яйцо я поджарила с небольшим количеством моцареллы тертой. Вот я сейчас так вот сделаю, чтобы у меня получилось. Такая вот красивая картина. Ну и немножко маслин и огурцов соленых. Это мне, короче, привезли родители. И они очень соленые, это бочковые. Я стараюсь их понемножечку подъедать, так сказать. Короче, была 3-литровая банка огромная, но 3-литровая банка, дело в том, что не встает у меня в холодильник, поэтому пришлось ее по разным маленьким баночкам распихивать, и вот теперь потихонечку кушать. Вот такой вот скромненький завтрак. Как вы думаете, это нормально вообще? Мне кажется, что прекрасно. Прекрасный завтрак. Погода на улице классная. Чуть попозже, я надеюсь, удастся прогуляться, пока дела. Дела. Ну что, начинается новая рабочая неделя. Блин, выходные были очень насыщенные. Конечно, многое не попало в кадр. Но поверьте, было классно. Расскажу, наверное, в следующем видео. Спасибо, что смотрели меня. Пока-пока.